как можно существенно увеличить урожай томатов в будущем, сделав с ними очень простые действия сейчас. Глядя на них, я могу сказать, что в принципе они в удовлетворительном состоянии. Цветет третья кисть, начинает зацветать, четвертая сформировалась, характерно зеленый цвет листа, достаточно толстый стебель. Так вот, друзья, мы высаживали эти растения месяц назад в пакеты. В пакеты для того, чтобы почва в этих пакетах была более теплая, чем почва вот эта, которая просто почва. Здесь насыпанная почва прогревалась за счет окружающего ее воздуха. И корневая система при этом нормально работала. Почему это так важно и как это относится к сегодняшнему дню? Да очень просто. Недавно мы высадили несколько растений просто в грунт, без пакетов. Эти растения высаживались в отличие от вот этих, намного позже, на 3 недели позже. И смотрите, в каком они состоянии. Казалось бы, почва уже должна была прогреться, но нет, она еще холодная. И мы это видим по листу. Лист фиолетового цвета. Это первый признак, указывающий на то, что корневая система вот этих растений не берет из почвы фосфор. Хотя здесь фосфор есть. Однако, есть такой слой почвы вокруг корневой системы, называется ризосфера. И вот в этой ризосфере, друзья, живут почвенные микроорганизмы, которые в нормальных условиях помогают корневой системе усваивать из почвы различные элементы питания, в том числе микроорганизмы в ризосфере перерабатывают фосфор, делают его для растений доступным. Однако микроорганизмы способны работать только если почва теплая. Если почва холодная, остывшая, то микроорганизмы замирают, а при температурах меньше 12, меньше 10 градусов температуре почвы микроорганизмы полностью останавливают свою работоспособность и перестают перерабатывать и делать для растений фосфором доступным. Соответственно, мы и видим вот такие проявления. Все. Как помочь растениям? Почему это настолько сейчас опасно? Дефицит фосфора для вот этих молодых растений. А по сути, хотя мы уже и высадили эти растения в грунт, эти растения это еще рассада. Маленькая рассада. Вот неделю назад высадили. Я вижу по ним визуально, как они сидят в одной паре. Холодная почва, нет фосфора. Фосфор это развитие. Фосфор это энергия. Фосфор это то, что есть в каждой клетке растения. Не будет фосфора, либо будет его дефицит. Растение не будет развиваться. И в дальнейшем оно будет гораздо хуже цвести. Фосфор это цветение. Цветение это будущие плоды. Как помочь такой ситуации? Прогреть грунт? У нас нет возможности, у нас нет подземного отопления, как есть это у профессионалов. Но нам, в принципе, и не нужно строить здесь какие-то трубы, закапывать котлы, затапливать, прогревать. Вот наше решение было пакеты. Пакетами мы чуть-чуть, на несколько градусов, но мы улучшили ситуацию с работоспособностью почвенных микроорганизмов в этом тонком слое под названием ризосфера. Кто-то не высаживал, либо в открытом грунте. Друзья, но это невозможно просто. Я понимаю, что если высаживаете 500 корней, или 1000 корней, как вы эти пакеты сделаете? А вот погода качнулась, погода ухудшилась, начали синеть растения, что делать? Выход остается только листовые обработки фосфором. Но нужно понимать, что, конечно, листовые обработки никогда не заменят подкормки корневые. Это все равно, что пытаться человека накормить через капельницу. Да, работоспособность некоторую поддержать можно, причем на неплохом уровне, но полноценного развития, конечно, не получится. Поэтому как временная поддержка нормального развития томатов, листовая обработка очень хороший вариант. И сделать это очень просто. Чем и как можно обрабатывать по листу, чтобы поддержать развитие растений, вот именно когда корневая система не очень хорошо справляется со своими обязанностями. Я думаю, вы все знаете такие фосфорные удобрения, как монофосфат калия.
в составе которого большое количество фосфора, 52%. Можно ли им обрабатывать по листу? Конечно же можно, но все дело в том, что монофосфат калия имеет в своем составе обычный по сути фосфор, а молекула фосфора достаточно крупная. Именно поэтому она самостоятельно не может быть усвоена корневой системой без помощи микроорганизмов, почвенных микроорганизмов, которые обитают в ризосфере. Точно так же фосфор с монофосфата калия, нанесенный на листовую пластину томатов, очень трудно проходит через кутикулярный слой листовой пластины томата. Здесь есть защитный слой, кутикула так называемая. И за счет того, что крупный размер у молекулы фосфора, она очень плохо и очень долго, несколько суток будет сюда проникать. Растение ее просто не впускает из-за ее больших размеров. Это если обрабатывать монофосфатом калия. Как крайний вариант, в принципе, обработать можно. Некоторый процент фосфора в растение проникнет. В каких количествах? 15-20 грамм на 10 литров воды. Работаем по листу в пасмурную погоду. Желательно с утра, чтобы к вечеру растения просохли. Ну и, конечно же, чтобы дождь не смыл на протяжении нескольких дней. Но есть группа удобрений, это жидкие стартовые удобрения, которые специально разработаны для легкого усвоения. Вот одно из них это калофермин фосфора. Друзья, вот в жидком виде стартовое удобрение, которое хорошо проникает через листовую пластину. Обработав растение фосфором жидким, вот таким, либо подобным, я не знаю, может быть еще какие-то есть препараты. Просто мы вот именно калофермином фосфора работаем несколько лет. Пару лет назад я снимал, кстати, видео о такой обработке, но мы от этого не отказались. Мы как работали, так в принципе и работаем по листу в раннее весеннее время, особенно когда высаживаем, либо когда выращиваем рассаду. И с каких количествах? 60-80 миллилитров на 10 литров воды. Работаем точно так же по листу. И через достаточно короткое время необходимое количество фосфора будет уже внутри растения. И это существенно помогает, такая обработка калофермином фосфора, повысить наличие фосфора в молодых растениях, перетерпеть вот этот период холодной почвы. Я оставлю ссылку внизу в описании под этим видео, можете перейти по ней, заказать калофермин фосфору. Так что, друзья, помогайте своим растениям, если они вдруг у вас растут в неблагоприятных условиях, и они, конечно же, отблагодарят вас урожаями высокими и своим внешним видом.